Здравствуйте, наши гости и подписчики! Прогулка в аббатство Мон-Сен-Мишель – это настоящее путешествие в параллельную вселенную. Ведь это удивительное место уникально не только своей многовековой историей, но и необычным географическим расположением. Мое знакомство с замком Мон-Сен-Мишель начинается на материковой части, которая соединена со скалистым островом с современным мостом. Добраться до замка можно либо на курсирующих на мосту электрических автобусах, либо пешком. Я выбрала первый вариант и на автобусе доехала до конечной остановки, от которой до входа в аббатство нужно пройти еще около 300 метров. Моему взору открылся великолепный вид на скалистый остров. Даже пасмурная погода и отсутствие солнца не омрачили первого впечатления. Остров резко возвышается на фоне ровного окружающего пространства бухты, бесконечной глади воды и небольших проталин травы. Вершину горы венчает монастырь, шпиль которого пронзает нависшие над островом облака. На склонах также видны различные постройки, дома. Пройдя еще немного по мосту, я наконец-то подошла к неприступным каменным стенам, которые окружают остров. Остров является конусообразным гранитным образованием, которое возвышается над уровнем моря на 79 метров. Вход в неприступную крепость Мон-Сен-Мишель начинается с выступающих ворот крепостной стены, которые именуются королевскими. Попав на территорию аббатства, стоя у подножья скал, я будто перенеслась в эпоху королей и рыцарей. Настолько атмосферно выглядит это место, а воздух здесь пронизан историей и легендами из прошлого. Пройдя еще немного, я оказалась на главной улочке города Гранд-Рю. На ней стоят многочисленные старинные дома, построенные в 15-16 веке, первые этажи которых отданы под сувенирные магазинчики и кафе. Прогулка по этой живописной улице очень занимательна, так как она является примером того, как старина гармонично уживается с современностью. Яркие витрины, заставленные современными товарами, соседствуют с каменными выступами и барельефами. На стенах висят старинные фонари и гербы знатных семей. А извилистые стебли плюща покрывают уютные небольшие балкончики, в которых виднеются апартаменты стильных гостиниц. Извилистая улица привела меня к началу крутой и весьма длинной лестницы, ведущей в аббатство. Здесь же установлены стенды, которые рассказывают историю создания замка. По легенде, епископу Оберу во сне явился архангел Михаил, который приказал построить церковь на Могильной горе. Так называли остров в то время. Однако строительство началось только после того, как архангел пришел к Оберу в 3-й раз во сне и коснулся чела епископа своим перстом, чтобы тот поверил и приступил к делу. Первый камень небольшой часовни был заложен в 709 году. На неприступной горе епископ вскоре поселил 12 монахов-канонистов, которые должны были поддерживать культ святого. С этого момента Могильная гора стала местом паломничества сотен священнослужителей и была переименована в Мон-Сен-Мишель, гора святого Михаила. В 966 году, когда остров был передан монахам-бенедиктинцам, началось возведение величественного аббатства, которое стало самым почитаемым местом в средние века. Вскоре на вершине острова был построен монастырь, а остров окружили крепостной стеной, которая превратила его в неприступную крепость. В 1792 году революционеры Франции захватили остров и превратили его в тюрьму, прозванную в народе провинциальной Бастилией. Только при Наполеоне III в 1863 году тюрьму упразднили, а в 1979 году остров Мон-Сен-Мишель внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, где он и состоит по сей день. Поднимаясь вверх по лестнице, я отметила, что архитектура разных частей аббатства относится к стилям из разных эпох – классицизм, готика, неороманский стиль. Однако, созерцая эти строения, понимаешь, как сильно они гармонируют друг с другом, образуя единый ансамбль средневековой архитектуры. После долгого подъема я добралась до большой и просторной смотровой площадки. С нее открывается потрясающий вид на безграничные дали.
Кстати, именно осматривая красоты с высоты, я смогла хорошо представить себе, как выглядит эта местность в часы прилива. Местные приливы и отливы считаются самыми мощными и быстрыми во всей Европе. Уровень воды сменяется каждые 24 часа 50 минут. Скорость, с которой вода наступает на берег, составляет 6 км в час. А во время отливов вода отступает от берега на 20 километров, чтобы через время опять вернуться и защитить крепость. Именно эта особенность сделала гору Мон-Сен-Мишель неуязвимой и неприступной перед теми, кто многократно пытался захватить ее. Не удалось завладеть замком даже англичанам, которые осаждали ее на протяжении долгих 30 лет, пока длилась Столетняя война. Даже в то время, когда вода отступала от стен крепости, конницы и орудия не могли продвинуться по зыбучим пескам, устилающим дно залива, а пехота увядала в песках. Прибывающая быстро вода накрывала неприятелей и не давала шанса добраться до стен аббатства. Налюбовавшись умопомрачительными видами, я зашла в главную достопримечательность горы – монастырь Мон-Сен-Мишель. Его шпиль возвышается на высоту 170 метров, а на его верхушке установлена статуя архангела Михаила, которая также служит громоотводом сооружения. Первым меня встретил романский неф собора, оформленный в стиле пламенеющей готики. Мощные колонны, уходящие высоко вверх остроугольные окна, создают впечатление бесконечности и чрезмерной высоты помещения. Несмотря на то, что многие сооружения аббатства претерпевали разрушение и не смогли сохранить первоначальный облик, именно эта часть церкви сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, так как ее построили в 1086 году. Прогуливаясь по комнатам монастыря, тут и там мне встречались интересные композиции, элементы архитектуры. Большое впечатление на меня произвел внутренний дворик, круговой крестный ход-клуатр. Десятки готических колонн выстроены в ряды, обрамляющие прекрасную зеленую площадку, по которой когда-то в далеком прошлом прогуливались монахи монастыря. Следующая комната, которую мне удалось увидеть, это трапезная, а после нее, пройдя еще несколько лестниц, я оказалась в рыцарском зале. Гуляя по аббатству, то выходя из монастыря, то опять ныряя в узкие проемы и открытые двери, я оказалась в гостевом зале. Мое внимание привлек огромных размеров камин, в котором, по преданиям, сжигали стволы деревьев целиком, чтобы отопить комнаты монастыря и приготовить пищу. Осмотрев монастырь и получив истинное наслаждение от увиденной архитектуры, я отправилась погулять по крепостным стенам аббатства, чтобы насладиться прекрасными видами на бухту. Узкие лесенки, которые то и дело поворачивают в стороны, ведя меня к подножью, огибают замок по спирали. За какой бы поворот я бы ни заглянула, отовсюду мне открывались захватывающие пейзажи.
Моя прогулка по аббатству Мон-Сен-Мишель заканчивается на уютных улочках. Время, которое я провела в этом удивительном месте, точно запомнится мне на долгие годы. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!